Привет! Сегодня у нас на обзоре наушники с поддержкой кодека aptX, который я лично прямо очень ждал. Аудиофилы со всего мира томятся в ожидании, в узких кругах их очень обсуждают. И если вы ищете себе крутые наушники до 4000 рублей, вы обязаны про них знать. Это наушники PAMU Slide. Сегодня будет что обсудить, так что не будем затягивать. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Для начала, PAMU Slide — это краудфандинговый проект на площадке Indiegogo. Есть две версии — PAMU Slide и PAMU Slide Plus. Отличаются только беспроводной зарядкой на кейсе, у меня как раз такая. Но за нее переплата $20. Вещь не самая необходимая, но побаловать себя можно. Наушники бывают в трех разных цветах — черный, белый и зеленый. Я выбрал себе белый. PAMU Slide поставляются в приятной картонной коробке с белой обложкой. На обложке изображены сами наушники, сзади технические характеристики на разных языках. В целом ощущения приятные, есть чувство, что держишь какое-то дорогое изделие. Внутри лежит кейс, наушники и под ними еще одна коробочка. В ней находится инструкция и два типа сменных амбушюр. Одни обычные и одни, как пишут сами PAMU, с экстра глубокой посадкой. Но мне подошли обычные. Также положили провод для зарядки с разъемом Type-C. За это спасибо. Когда первый раз берешь кейс в руки, первая мысль, которая приходит в голову, какой же он огромный. Нет, он просто громадный. Он даже больше, чем у Heavy i93, кейс у которых тоже нельзя назвать миниатюрным. Но и в маленький кармашек на джинсах он, конечно же, не залезет. Да и в обычном кармане ему тоже будет неудобно. Скорее в куртку или в сумку. Крышка у кейса сдвижная, с приятным доводчиком при открытии и закрытии, но в некоторых положениях она люфтит. Не очень приятно, но сама конструкция вроде выглядит надежной. На крышке есть индикатор с 4 диодами, по ним можно понять заряд кейса. С обратной стороны порт для зарядки Type-C, и на версии PAMU Slide Plus есть еще кнопка, нажав на которую можно использовать кейс как беспроводной пауэрбанк, ведь в кейсе расположен аккумулятор на 2000 мАч. Удобно для экстренных ситуаций, мой S10 кейс зарядил на 31%. Давайте посчитаем. Емкость аккумулятора в S10 3400 мАч. 31% от 3400 – 1054. Заложим сюда потери при преобразовании, получается в районе 1300 мАч, что примерно на 30% меньше заявленного. Конечно, это не совсем корректное измерение, но общую картину показывает. Наушники выполнены в форме AirPods. Для кого-то это плюс, для кого-то минус, у меня отторжения не вызывает. С внешней стороны каждого наушника расположена сенсорная панель и индикаторы работы. Во время зарядки они горят красным, мигают красным во время сопряжения. Во время работы они попеременно мигают примерно раз в 5 секунд. Это, конечно, могли убрать, но особо не раздражает. Снизу находится микрофон, с обратной стороны обозначение левого и правого наушника и контакты для зарядки. Вот если бы еще датчик приближения был, было бы вообще круто. Наушники средние по размеру, в ушах сидят удобно. Звуководные амбушюры нестандартной овальной формы, еще и немного вытянутые в одну сторону. Но на посадке это никак не сказалось, сидят хорошо. В кейсе они удерживаются магнитами, довольно крепкими, но если совсем сильно трясти, то могут выпасть. Расположены внутри кейса они так же, как и в Funkel AI. Слева правый наушник, справа левый. И в принципе, спустя время так даже кажется удобнее. В PAMU Slide стоит влагозащита IPX6, под проливным дождем в них можно ходить без проблем, но окунать в воду уже не стоит, могут не выдержать. Но это относится только к наушникам, у кейса влагозащиты нет. В наушниках стоят аккумуляторы, просто вдумайтесь, на 85 мАч, и производитель заявляет, что их хватает на 10 часов воспроизведения. В обзорах, которые я видел, это никто не проверяет, но я все же люблю точность. На максимальной громкости у меня наушники проработали, внимание, 8 часов 11 минут. Это реально рекорд, ни одни наушники, что у меня были, так не держат заряд. Все сходится, получается, что на громкости 60-70% наушники реально проработают в районе 10 часов. А с учетом огромного кейса к розетке можно месяц не подходить. Индикация заряда, кстати, некорректная. У меня наушники до 7 часов использования показывали, что заряжено на 90%, а далее стали стремительно садиться. Но это не главное. Главное в наушниках, конечно же, звук. У меня сейчас основные наушники Galaxy Buds и PAMU Slide звучат круче. Они звучат и круче фанклов. Когда их слушаешь, такое ощущение, что ты слышишь правильный и чистый звук. Басов ровно столько, сколько нужно, причем таких правильных басов, детализированных. Средние очень четкие, высокие тоже. Наушники звучат настолько объемно, что я переслушал половину своего плейлиста и в каждом треке находил что-то новое. Они прям очень меня впечатлили в этом плане.
Но есть и маленький недочет. На некоторых композициях, к примеру, которые сделаны с эффектом виниловой пластинки, этот треск иногда прям бьет по ушам, на других наушниках этого нет. Но эту особенность можно исправить эквалайзером, в 95% остальных песен все нормально. Кстати, в этом видео я опять спрятал пасхалку, так что если что-то увидите, в описании я прикрепил форму, куда писать ваш ответ. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Pamus Lite в тихом пространстве, незаведенная машина. Что мне нравится? Мне нравится, что здесь нет такого металлического призвука, то есть речь такая, как будто реально я говорю по телефону, но что мне не нравится, мне кажется, речь звучит достаточно приглушенно. Но такие, это можно сказать, почти придирка. В целом работу я бы оценил балла на 4. Проверяем работу микрофона в едущей машине, кондиционер 3 деление 4, музыка на фоне на 9. Речь слышно по-прежнему также хорошо. Но теперь еще стало слышно хорошо еще и музыку. При этом музыка слышна не как будто на фоне, она прям рядом. То есть даже музыку он улавливает хорошо, но тут это скорее минус. То есть появляется эффект громкой связи, но этот эффект достаточно чистый. То есть более-менее разговаривать можно, 3 с плюсом где-то. Проверяем работу микрофонов Pamus Lite на улице. Дует небольшой ветер, мимо едут машины. Так же, как и в едущей машине, эффект громкой связи слышно окружающее. Я говорю достаточно громко, слышно меня более-менее нормально. Также, я думаю, где-то на 3 с плюсом, но не идеально. В целом, микрофоны мне понравились. Звучание очень чистое, жаль, нет шумоподавления, окружающее очень слышно. Также заметил, что есть какой-то небольшой посторонний электронный шум, но в любом случае звучат достойно. Управление реализовано с помощью сенсорной площадки на внешней стороне наушников. Причем площадка не на всей длине, а именно в верхней части. Управление такое. Короткое нажатие на любом наушнике, плей-пауза. Двойное нажатие на правом наушнике, следующий трек. Если нажать 2 раза на левый, откроется голосовой помощник. На предыдущий трек переключиться тут нельзя. Зато есть управление громкостью. Удержанием на правом или левом наушнике можно уменьшать или увеличивать громкость. Увеличиваться плавно. Мне это понравилось. Также есть удобная фишка. Как только достаешь наушники из кейса, ставится на плей последний запущенный трек, если приложение активно. Кстати, обычные Pamus Lite стоят $49, но это еще не все. Доставка в любом случае платная, в Россию стоит в районе $15. Получается, что за базовую версию нужно заплатить $64. Причем, судя по отзывам на форуме, если заказать сейчас, наушники получите скорее всего только к августу. По задержке звука в YouTube, разумеется, все отлично. В играх, разумеется, задержка есть, но небольшая, но в любом случае не поиграешь. А качество связи порадовало, обрывов связи у меня не было ни разу. Если подводить итог, в плане звука я в них, конечно, прям влюбился. Если для вас тоже важен звук, забудьте про фанклы. Pamus Lite звучат реально круче. Правда, что делать с этим огромным кейсом, я пока не придумал. Я все же любитель компактности, а он прям реально огромный. Но это, пожалуй, единственный такой прям весомый недостаток. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И пиши в комментарии, как тебе Pamus Lite. На сегодня все. Впереди будет еще много интересного. Так что до встречи в следующих видео. Пока!